Всем привет! Сегодня мы посмотрим все его обещания. Это правда или нет? И давайте в долгий ящик откладывать не будем, а обязательно приходите в проживание арканов, в манифест, в эзотерическую библиотеку, в марафоны «Женский и денежный канал» и, конечно же, в магический чат и в закрытые расклады. Ссылка в описании к видео и в закрепленном комментарии. И давайте начнем наш расклад. Единички. Насколько его обещания искренни? Знаешь, тут вот я вижу двоечника, который мамке своей клянется, что исправится, а сам даже дневник потерял. И нет, его обещание — это не ложь в таком чистом виде, да? Он действительно верит в это сам, которую, как говорится, несет чушь. Проблема в том, что он сейчас как лошадь загнанная. На работе завал, кредиты душат, устал от жизни так, что вот готов хвататься за любую соломинку. И вот эти обещания — это его способ убежать от реальности. Как ребенок вот замки на песке рисует же и верит, что там жить будет. Но как только волна вот эта, как ее, приливная накатит, все смоет. И он первым побежит спасать свою жопу, а не твои ожидания. Твои ожидания — это твои ожидания. Понимаешь? Искренность тут в том, что он сам обманывается, думая, что там справится со всем. А по факту это фантазии пустые, вот под давлением вот этих всех плохих обстоятельств. Но не более того. Что за обещаниями скрывается? Ну, тут все просто. За этим потоком из красивых слов прячется банальный расчет. Ну, знаешь, он как вот мужик, который у бабушки пенсию выпрашивает, а потом в казино все сливает. Вот королева пентаклей — это либо ты сама, у кого есть деньги, квартира, связи, либо его бывшая, которая его содержала. А паш мечей — это он сам, который вот высматривает, куда бы, как говорится, впиться, как в пиявка. Его обещание — это не про любовь или отношения, нет. Это про попытку найти теплое местечко. Как кот бездомный, который мурлычет, чтобы ты колбасу ему нарезала. Но накормишь его досыта, да, и он снова в кусты. Романтики тут не жди, это чистой воды как бизнес-план. Он хочет стабильности, а ты для него вот этот банкомат с волосами. Что тебе делать с этими обещаниями? Ну, знаешь, свою голову в руки возьми и включи режим «поняла, отвалила». Эти карты, они как инструкция к действию. Не верь ушам своим, смотри на ноги. Вот Паш Кубков — это он с его детскими «я тебя люблю, все будет хорошо, мы с тобой поженимся, родим 25 детей». А четверка мечей — это твой ответ. Не кидайся на вот эти вот его слова, как собака на кость голодная. Да, выслушать можно, может даже кивнуть, но потом отправляй его в игнор. Не спорь, не выясняй вот эти отношения, не требуй каких-то подтверждений. Просто забей. Пусть покажет все не словами, а делами. Если через месяц он не начал решать вопросы, о которых, как говорится, трепался, да, то гони его в шею. Пока ты не отойдешь на безопасную дистанцию, он будет лапшу вешать, аки сивкал вешал бурки. А ты будешь вестись.
Никаких совместных планов. Не вздумай кредит брать или переезжать. Понимаешь? Слова, они знаешь, как у него, как пердячий ветер. А дела — это уже бетонная стена. Либо есть, либо нет. Тут уж дальше сама решай. Давай перейдем ко второму варианту. Вот. Говорите, дед, у тебя только негативные расклады. Вот, пожалуйста. Вот хорошие карты, хорошо и читаю. Насколько искренне его обещания. Но знаешь, он не просто там обещает какую-то лапшу. Он уже, как говорится, купил чемодан, распечатал чек-лист и готов. Его слова — это не пустой вот этот трёп, да, на кухне после там третьего бокала. Он реально вас видит двоих в этой картине. Не просто вот эти цветочки, сердечки, пердечки, а конкретная рутина видит. С ипотекой, с собачкой, шашлыками на даче по выходным. Тут нет вот этого, как сказать, «Ой, я так с тобой лето в Италии хочу провести». Нет. Это про то, что он уже, как говорится, визу готовит. Ну, это образно говоря. То есть он вложен в тебя не только эмоциями, но и вполне приземленными планами, теми самыми, где через 5 лет у вас общий счет на ремонт, запасная, там, это как ее, финансовая подушка. Но есть один подвох. Он может искренне верить, что готов к этой стабильности. Но как только столкнется с реальными проблемами, например, той же ипотекой или твоим желанием обои рвать в зале каждые полгода, то его запал может сдуться. Да, он сейчас с тобой честен на все 100%, вот прямо сейчас, но дальше жизнь покажет. Твоя задача и моя задача тебя в облака розовые не запустить. А твоя задача не витать в этих розовых облаках, а проверять, как слова в дела превращаются. Пусть, как говорится, время идет, и время все покажет. Иначе, как сказать, ты в облака улетишь, а оказывается расклад не твой. По третьему варианту, да, все его обещания максимально искренни. И мало того, он начинает что-то делать. Что скрывается за его обещанием? Ну, я уже сказал. Ну, у него, знаешь, за вот этим всем «я никогда тебя не брошу» стоит не просто желание быть хорошим мужчиной для тебя. Он, знаешь, он подсознательно ищет не столько тебя, сколько вот эту самую картинку из рекламы, где семья идеальна, все улыбаются, все вместе зубы чистят, все вместе какают рядом. То есть праздники у камина, фотоальбомы, а потом в старости вот эти фотоальбомы листать. То есть он, знаешь, он устал от хаоса, устал от разовых отношений, устал от пустых холодильников там по утрам, да? Ты для него вот этот последний вагон, который поезд уходит. То есть ты для него шанс наконец-то остепениться и получить вот эту самую нормальность. Проблема в том, что вот если ты вдруг окажешься не идеальной хозяйкой, которая каждый вечер печет пирожки ему, а захочешь сорваться в какой-нибудь там месячную поездку по Турции или еще где, или там еще что-то, он может охладеть. Потому что ему глубина нужна, и он очень конкретный. Ему нужна не просто женщина на один раз, да, а целое готовое вселенное спокойствие. И если готова дать ему эту иллюзию, то, как говорится, держись крепче, он тебя в ЗАГС на руках потащит. Но если ты вдруг передумаешь играть в этот семейный домик,
то готовься к тихому разочарованию с его стороны. Он будет держаться за отношения, даже когда станет скучно. Просто потому, что вложился в эту мечту, как вот в пенсионный фонд, понимаешь? Главное, не разочаруй. Иначе знаешь, как будет примерно? Он потихоньку потеряет интерес развиваться, потом он начнет играть в игры за компом, потом он начнет, как говорится, не вылезать из этого компьютера, в танчики играть свои. Это женщины направляют мужчин. Чего бы ни говорили, но чем умнее женщина, тем больше растет мужчина. Чем женщина глупее, тем больше у нее мужик ничего не делает. Это правда, представляешь, правда в жизни. Я знаю, что ты с такими сталкивался, и ты думаешь, вот, дед, это мне мудак попался. Нет, ты же начала общение не с мудаком, он же какие-то перспективы показывал, правильно? Вот что в его жизни произошло, что у него перспективы все исчезли, интерес к жизни. Ты появилась. Поэтому не надо, тут лапши не будет. Что делать тебе с этими обещаниями? Ну, знаешь, тут все понятно. Ты уже время тоже вложила, как говорится, помидорки поливала, лампочка светила, теперь сиди, жди, когда проклюнутся эти помидорки. Но не как сказать, глупая женщина, которая на горшок смотрит, а продолжай делать свои дела. Работа, спорт, попку подкачай. Чем больше у тебя красивее попка, тем мужик у тебя больше растет вверх. Не давай ему чувствовать, что ты зависла в режиме ожидания, как вот ждешь самолет в аэропорту или поезд на вокзале. Пусть знает, что твоя жизнь крутится не только вокруг его слов. И при этом всем вот жестко, как говорится, фиксируй свои достижения. Понимаешь? И не сливайся эмоционально. Если через месяц вот это вот все останется болтовней, то начинай всерьез подумать о том, чтобы перестать кормить его ужинами. Какой тебе борщ, если ты вот это не сделал? Он должен понимать, что ты не банкомат доверия, куда можно бесконечно вносить красивые слова вместо денег. Твое время – это твой главный ресурс. И если мужчина его не уважает, то дальше хоть звезды с неба обещай, толку будет ноль. На данный момент мужчина искренен, мужчина вот хочет развиваться, хочет расти, хочет семью, все хочет с тобой. Тут уже дальше зависит от твоих действий. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки, колесо фортуны как повезет, да? Ну смотри, 3 вопроса, 6 карт. Карты читаем парно. Насколько его обещание искренне? Ну знаешь, его искренность, она сейчас как вот договор на кредит. Ну, кредитный договор. Причем с мелким таким шрифтом. То есть технически он верит в то, что говорит. Но если копнуть глубоко, то это не про тебя. Он как бухгалтер вот перед отчетным периодом. Все просчитал, выгоду просчитал вот этих обещаний. Не потому, что ты ему дорога, нет, а потому, что ты сейчас удобный вариант для его планов. Видишь, как он топчется на месте вместо того, чтобы реально что-то делать, что-то менять. Это не любовь. Это вот как инвестиция с минимальными рисками. И он будет гнуть свою линию ровно до тех пор, пока ветер не переменится, а потом развернется и пошлет тебя лесом, потому что колесо фортуны для него важнее, чем ты плачешь твоих слез и так далее. Его слово, оно крепко ровно настолько, насколько ему это выгодно. И как только колесо повернется, да, он забудет, что вообще что-то обещал. Поэтому на эту показуху не ведись,
Это не искренность, это трезвый расчет. Понимаешь? Без намека на эмоции. Он не врет сознательно, нет. Он просто вкладывает в тебя, как в акции, которые лопнуть могут. Если бы о душе это было, ты бы уже давно видела поступки, а не выслушивала сказки про то, что скоро все изменится. Да и колесо фортуны тут все мешает. То есть как повезет. Что за обещаниями скрывается? Ну, думал, романтика нет. За вот этими речами сладкими банальный страх остаться в жопе мира в одиночестве. Он, знаешь, как вот человек, который клянется, что там... вот есть же вот эти вот, которые с зависимостями людьми. Они клянутся, что завяжут, клянутся, что в последний раз, лишь бы ты купила ему еще одну бутылочку. Ему не ты нужна, ему костыль нужен, чтобы не рухнуть в полную нищету, как душевную, так и материальную. Вот эти карты, они про то, что он до последнего будет за тебя держаться, потому что он сам как пятерка пентаклей. Голый и нищий внутри, а ты его соломинка последняя. И его выбор — это не между тобой и кем-то, нет. Это выбор между тонущим кораблем и твоей спасательной шлюпкой. И эти обещания — это не план будущего, это попытка удержать тебя здесь и сейчас, пока он не нашел что-то получше. Вот знаешь, что запомни? Когда человек по-настоящему тебя выбирает, он не размазывает сопли, а берет и делает. Здесь же чистой воды манипуляция. Он тебе не мужчина, он беспомощный ребенок, который плакает, чтобы ему мороженку купили. И когда он нажрется твоим вниманием, снова полезет в лужу, оставив тебя с пустыми руками. Тут не любовь, это душевный доширак быстрого приготовления. Что делать с этими обещаниями? Хватит резать эти сопли. Твоя задача сейчас — это не разгребать его словесный понос, а включить режим королевы жезлов. Вот выкини все его пустые обещания в мусорку и займись своей жизнью. Чё ты вообще застряла в этой жвачке мысленной? Потому что девятка мечей, он не принц. Он какашка в золотой обертке, прости меня. Твои нервы, они дороже этих псевдогарантий, понимаешь? Вот топай и займись тем, что реально тебе пользу принесет. Работа, хобби, новые люди, новые знакомства, новые бизнесы. И каждый раз, когда он рот открывает, чтобы пообещать тебе вот эти райские гущи, то себе напоминай, что это не план, это анестезия, чтобы ты не сбежала раньше времени. Не жди исполнения, его не будет. По картам не будет. И не анализируй, потому что бесполезно это. Просто вычеркни эту хрень из головы, как рекламу навязчивую. Чем быстрее ты примешь, что его слова стоят меньше туалетной бумаги, тем ты скорее перестанешь просыпаться в холодном поту. Сожги эти обещания в пепельнице своего разума. Иди вперед без оглядки от бедра, потому что ты пират, а не маленькая какашка. А он уже доказал, что его слова — это ноль. Твоя очередь доказать себе, что ты этого не заслуживаешь. По головке не погладил, но помни, что я всегда рядом.